Всем привет, меня зовут Элина Федорова, добро пожаловать на мой канал, а если вы впервые здесь, не забудьте подписаться. Ссылочку на свой инстаграм я также оставлю внизу под видео. Сегодня тема будет довольно женская, о красоте, об уходе. Все-таки, наверное, самые основные вопросы, которые мне задают, то, что касается бьюти, то, как я ухаживаю за телом, за кожей, за волосами. Также часто, когда я в сторис выкладываю, когда мне делают макияжи, какие-то укладки, девочки интересуются часто: Лина, как тебе при таком количестве всего этого удается сохранить волосы в нормальном состоянии? В общем, мы сегодня об этом поговорим, я вам все расскажу, покажу средства, которые я использую. Так что поехали. Часто меня девочки спрашивают по поводу моего цвета волос, мол, какой краской я пользуюсь, как этот цвет называется. Я не раз отвечала на этот вопрос, и еще раз скажу, что мои волосы не окрашенные, я их никогда не красила, это мои естественные. И мне очень нравится мой цвет волос, и у меня нет желания их перекрашивать. В общем, пока у меня седина не появится, я не хочу этого делать, поэтому я надеюсь, что она у меня появится не скоро. Единожды я красила волосы, но вернее это было мелирование, и мне было тогда 14 лет. Я сделала такие мелкие полосочки по всей голове. Я пошла в салон причем, но сделали мне как-то это неудачно, потому что мне слишком выжгли волосы, они были белесые. Когда эти полосы белые сливались с основной частью волос, это получался такой седой цвет. Я выглядела как какая-то 14-летняя седая девочка. Это было очень странно. Я очень пожалела об этом поступке, и больше никаких экспериментов с волосами я не делала, чему я очень рада, потому что волосы у меня на самом деле довольно-таки здоровые, и несмотря на все те манипуляции, что мне делают с моими волосами, мои волосы, в принципе, я бы сказала, в норме, и всегда парикмахеры и стилисты их хвалят. По поводу цвета моих волос, я думаю, что они темно-русые, я, в принципе, склоняюсь к этому. На протяжении моей жизни мои волосы постоянно меняют структуру. Когда я была младенцем, и когда отросли мои первые волосы, это были локоны, я была очень кудрявой девочкой. Потом где-то к 6-7 годам волосы начали утяжеляться, и они выровнялись. Я ходила с ровными волосами где-то до 13 лет. А потом, я помню, мне начали нравиться кудрявые волосы, потому что у моей мамы они очень кудрявые, и как-то я начала их все время накручивать. Я постоянно, помню, ложилась спать с бигудями, а потом я еще их выпрямляла немножко, знаете, так взъерошивала, немножечко водой их выпрямляла, чтобы я была не слишком как барашек. И у меня получались такие красивые, естественные волосы. Они так выглядели, как будто это мои. И я так делала очень, кстати, долго. Мне кажется, на протяжении полугода я все время регулярно себе подкручивала волосы, и мне так это нравилось. И потом в один момент, я помню, как я поехала к бабушке на 1,5 месяца. Там я уже волосы не крутила, ничего с ними не делала. И помню, когда я приезжаю обратно, когда меня мама встречает, она такая говорит: о, Элина снова накрутила волосы? Я говорю: нет, я их не крутила, я ничего с ними не делала. И я не знаю, как это произошло, просто каким-то естественным путем волосы просто начали виться. Причем не просто легонько виться, это просто были такие, как кудри, как будто я реально накрученная. Это было очень красиво. И где-то с такими кудрявыми волосами я была где-то с 14 лет до 25. Я рассуждала на эту тему, может, как-то мамины гены сработали в таком возрасте, что-то там поменялось. Я до сих пор не нахожу объяснения этому, я не знаю, гормоны меняются, что-то в организме меняется, как это происходит. Я слышала о том, что волосы, в принципе, могут меняться, раз поменялись, так, чтобы постоянно менялись они так. Такого я не слышала, так слушайте дальше. Чуть меньше года назад, мне кажется, где-то 8 месяцев назад, мои волосы начали выпрямляться. Они почему-то начали утяжеляться и становиться ровнее. Я на самом деле расстроилась, потому что я же привыкла, что я кудрявая, и тут я понимаю, что мои волосы снова становятся ровными. Это очень странно, и реально сейчас у меня волосы довольно ровные, они немножко завиваются, конечно, снизу обычно. Влажность, если будет повышена, они тоже у меня могут завиться. Конечно же, они у меня очень хорошо держат локоны, то есть я, в принципе, когда их накручиваю, мне не составляет никакого труда их накрутить без либо каких дополнительных укладочных средств. В данный момент у меня волосы накрученные на плойку. Если я ничего с ними не буду делать, допустим, если я их высушу феном с расческой, они у меня будут ровные. Если же я немножко их буду жать полотенцем, мокрые волосы, я ставлю их высушиваться без фена, то есть они тогда у меня будут волнистые, не настолько кудрявые, как они у меня были даже год назад. Сейчас я начала снова замечать, что буквально пару недель назад волосы начали завиваться от корня почему-то,
но до половины головы. В общем, это очень странно. Я просто наблюдаю за своими волосами, как они меняются, и я реально в шоке. Я не знаю, почему у меня так это происходит. Если у кого-то тоже что-то подобное случалось, напишите мне. А тем более, если кто-то знает толковое объяснение, может быть, с медицинской точки зрения, почему так бывает у людей, тоже дайте мне знать, потому что мне будет безумно интересно. В общем, если мне сейчас задать вопрос, какие у меня волосы, ровные или кудрявые, я даже не знаю, как на это ответить. На самом деле мне без разницы, какие волосы ровные, либо кудрявые, потому что это не проблема их выровнять, либо накрутить. Самое главное, чтобы волосы были здоровые. Девочки такие девочки, которым никогда не угодишь. Если у них ровные волосы, им всегда хочется кудрявые, если кудрявые, то наоборот. Несмотря на все укладки, которые мне делают, несмотря на все утюжки, плойки, фены и так далее, мои волосы, в принципе, в нормальном состоянии. Да, они, конечно же, пересушиваются, ломаются, секутся на концах, но это не критично. То есть, в принципе, я использую какие-то масла, маски, это визуально скрывается. Мне кажется, могло было быть хуже. Мне кажется, волосы у меня быстро восстанавливаются, быстро отрастают, поэтому я не жалуюсь, даже несмотря на все то количество съемок и все манипуляции с моими волосами. Также я никогда не делала никаких профессиональных процедур. Я, если честно, даже не разбираюсь, какие есть салонные процедуры там для волос. Я вот недавно узнала про то, что есть такая процедура, называется «Счастье для волос». Это там какая-то специальная косметика профессиональная, как-то они там делают, я так понимаю, уходовую маску, либо что-то такое, то есть я еще не знаю деталей. И якобы это очень помогает восстановиться волосам, сделать их более ухоженными, гладкими, там, скрыть сеченость и так далее. Я вот очень хочу сделать эту процедуру, кстати, может быть, как раз-таки моим сухим волосам это пойдет на пользу. А так, в принципе, я же говорю, я никогда ничего такого не делала, всегда это только, там, не знаю, шампунь, бальзам, кондиционер, маска, масло. Это то, что, в принципе, я всегда дома использую. Также по поводу фенов, утюжков и так далее. То есть я считаю, что лучше покупать, конечно же, все это более профессиональное, потому что от дешевых фенов волосы реально очень сильно пересушиваются, и то же самое с плойками. Конечно же, по возможности нужно покупать получше. По этой причине я себе вот недавно купила новый фен Dyson Supersonic. Кстати, я об этом фене рассказывала в видео о своих фаворитах. Я как-то просто задумалась о том, что мне нужен более профессиональный фен, начала читать отзывы в интернете, просто наткнулась на этот фен, и он довольно-таки дорогой. И я решила, что на волосах уж точно не стоит экономить, потому что все эти как раз-таки салонные процедуры, восстановление и тому подобное стоят в разы дороже. Поэтому, мне кажется, лучше не экономить на уходе домашнем, особенно на фене, потому что это то, что вы используете регулярно. Лично я, допустим, волосы мою практически, если не каждый день, то через день. Потому что, конечно же, когда я прихожу после работы с какой-то укладкой, то есть, в принципе, я могу максимум только там один день после этого походить такой, потом уже волосы выглядят грязными, их нужно мыть. И феном я пользуюсь регулярно. Фен мне очень понравился, он не пересушивает волосы. Там есть еще такая штука, что он все время поддерживает одну и ту же температуру. Также он высушивает волосы очень быстро, потому что для меня обычно это целая проблема, волос много, и уйму времени просто трачу на это, поэтому мне нравится, что сейчас это все-таки стало быстрее. По поводу наращивания волос. Когда-то меня тоже спрашивали, нарощены ли у меня волосы. Нет, тоже они не нарощены, и я ни разу их не наращивала. Также я никогда не наращивала ресницы, и я ни разу не наращивала ногти. Если кому это нужно делать, конечно же, тут ничего такого в этом нет, но у меня просто не было такой необходимости все это делать, у меня никаких проблем с этим не было, я этого не делала. Также я сейчас еще отращиваю волосы. Когда я, помню, приехала в Америку, сюда у меня волосы были длиннее, то есть они у меня были где-то вот такие, ну, то есть ниже груди, мне кажется, так на сантиметров 5. И я, в принципе, сейчас хочу вернуться к этой длине, мне очень нравилось. Я почему обрезала их? Потому что для каталогов не всем компаниям это подходило. Иногда лучше, когда у модели, то есть волосы, знаете, такие по грудь, не длиннее.
Ну, то есть лучше вот такие средние волосы, средней длины, потому что волосы закрывают одежду и слишком, ну, внимание на себя обращают. А тут как бы нужно рекламировать одежду, и это было как бы неуместно. Поэтому часто меня спрашивали, не могла бы ты, мол, все хорошо, но волосы бы покороче. Ну, и, в общем, я из-за этого их немножко подстригла, но сейчас я, в принципе, могу себе позволить иметь такие волосы, какие мне хочется, и мне, в принципе, уже без разницы, кому что нравится, не нравится. Для себя я точно решила, что я хочу немножко их отрастить. Я пью витамины, которые способствуют росту волос. Они и для кожи, и для ногтей, и мне кажется, что они реально тоже помогают. Я вижу разницу. Ну, я их как-то курсами пью. Я их раньше пила, потом делала перерыв, сейчас начала снова пить, и я вижу, что да, эффект все-таки есть. Поэтому, если вы тоже хотите отрастить волосы, я вам советую тоже принимать витаминки. Они работают. Мне бы очень хотелось посоветовать девочкам-подросткам, которые хотят испортить свои волосы, хотят сделать какие-то безумные там стрижки, там, покраски, не делать этого, потому что в свое время меня мама тоже отговаривала, когда мне было 13 лет от мелирования, я ее не послушала, и я об этом пожалела. Поэтому я надеюсь, что, возможно, кто-то из вас меня послушает, и если у вас есть такие сейчас мысли насчет ваших волос, особенно если у вас волосы густые, хорошие, свой цвет хороший, не нужно это портить. Вот скажу честно, 90% девушек с моего окружения, наверное, практически у каждой был какой-то опыт со стрижками, покрасками и так далее, с экспериментами такими, практически все жалели. Каждая потом пыталась отрастить свою прежнюю длину, вернуться к своему родному цвету волос, хотя бы похожему, и часто было такое, что не получалось уже там отрастить настолько длинные волосы, не получалось там сделать волосы настолько блестящими, либо вернуться к такому же цвету волос, потому что когда начинаешь все-таки красить волосы, когда начинаешь уже что-то с ними делать, ну, как-то потом уже сложно это все восстанавливать. Знаете, всегда проще испортить. Но в любом случае я не хочу вам навязывать свое мнение, потому что это мой такой субъективный взгляд на эти вещи. И, конечно же, мое мнение не является истинной последней инстанцией, и не хочу тоже, чтобы это так воспринималось. В любом случае, как выглядеть, какой иметь цвет волос, какую стрижку, это дело каждой девушки. А теперь давайте поговорим по поводу средств для волос, которые я использую. Недавно я была на ивенте Kerastase, там, где я встретила как раз-таки Эмили Ратаковски, то, что я вам показывала в одном из недавних влогов. Она стала лицом их компании. Это очень известная профессиональная компания, которая делает продукцию для волос. Их очень много людей хвалило, много мне раз рекомендовали парикмахеры эту продукцию. Давно о ней слышала, еще, наверное, когда я жила в Украине, но как-то руки не доходили ничего купить. И тут на этом ивенте я получила в подарок очень много их продукции. В общем, я уже все испробовала на себе, и сейчас я поделюсь с вами впечатлениями и скажу вообще, стоит ли покупать эту продукцию. Первую линейку, которую я попробовала с Kerastase, это была Resistance. Она предназначена для поврежденных, ослабленных, ломких волос. Здесь у меня есть маска, шампунь и кондиционер. Я испробовала все три продукта, и причем в разных комбинациях, как и просто один шампунь, как и шампунь с маской, с кондиционером, и там шампунь, кондиционер, шампунь, маска. Я попробовала разные варианты, и скажу честно, что идеальный вариант это все-таки когда два продукта. Эффект лучше всего. Когда три, мне кажется, это too much. Когда просто один шампунь, не настолько хороший эффект, а вот два это просто супер идеально. Хочу сказать, что это реально самый лучший шампунь, который у меня когда-либо был. Причем в прошлый раз я говорила то же самое, когда я вам рассказывала в своих фаворитах о шампуне Ariba, то есть которым я раньше пользовалась. И я тогда не врала, это был реально тоже очень крутой шампунь, но когда я попробовала Kerastase все-таки в разы лучше. И я точно скажу, что когда у меня закончится этот шампунь, закончится маска и все остальное, я буду продолжать пользоваться именно Kerastase, я буду покупать эту продукцию, потому что, ну, реально круто. Я вот уже сколько этим пользуюсь, и я просто невероятно довольна. Шампунь, конечно же, исполняет свою функцию очищения кожи головы, волос. Когда еще это с комбинацией там маски либо кондиционера, то вообще эффект просто невероятный. Волосы получаются какими-то более густыми, то есть такой эффект приятного утяжеления. Такое чувство, что волос стало просто в 2 раза больше. Они настолько, вот вы их берете, они тяжелые, густые и вообще такие ухоженные, как будто вы сделали какую-то салонную процедуру. Я просто в восторге реально от этого.
Также мне очень понравилось, что в принципе результат мгновенный, то есть сразу же после использования этого вы можете оценить, насколько крут результат. Это, мне кажется, продукция идеально подходит для волос, которые в принципе нормальные, допустим, они такие, как у меня, да, они нормальные, но при этом не там поврежденные за счет там каких-то механических какие-то повреждения, я имею в виду, да, там ломки, кончики посеклись, там от воздействия плоек, утюжков и так далее, и как раз-таки керастаз, он поможет визуально это скрыть, и это поможет отрастить волосы. Допустим, если я не хочу стричь, я хочу отращивать волосы, но, конечно же, мне не очень хочется ходить такой неухоженной с этими кончиками сечеными, а вот когда я пользуюсь керастаз, оно делает их какими-то ухоженными, все это скрывает, и я понимаю, что, пользуясь этой продукцией, я смогу отрастить свои волосы. Но если, допустим, у вас там волосы выпадают, либо ну, что-то там с ними произошло, когда именно требуется лечение волос, то я не думаю, что эта продукция вам поможет. То есть для таких целей нужно наверняка покупать что-то другое, какие-то более аптечные, не знаю, медицинские средства. Поэтому нужно четко понимать, для какой цели вам нужны средства для волос. Следующая маска Nutritive питательная. Она предназначена для поврежденных сухих волос. Также, если у вас проблема тусклых волос, которым не хватает блеска, эта маска тоже поможет. Она их напитывает, делает более блестящими, эластичными. Ее нужно нанести буквально на 5 минут, и эффект будет мгновенный. Вообще волосы очень выглядят ухоженно, красиво, блестят естественно. Мне кажется, они просто становятся какими-то более живыми. Если у вас волосы очень поврежденные, прям очень сухие, тогда рекомендую нанести ее на полчаса. Наносите, сверху можно полиэтиленовый пакет, дальше заматываете полотенцем и, в общем, так полчаса. После этого тоже будет очень классный эффект, но это только в том случае, если реально есть такая необходимость, потому что если ваши волосы в принципе нормальные, либо наоборот они склонны к жирности, то лучше этого не делать, иначе можете получить наоборот такой эффект жирных, грязных волос. Поэтому это все индивидуально и нужно подбирать для себя уход. И последняя маска предназначена для непослушных вьющихся волос. Если вы хотите гладкие волосы, они у вас пушатся, либо завиваются не так, как хочется, то когда вы нанесете эту маску, она поможет вам сделать их идеально ровными, гладкими, тоже блестящими, и также она будет предотвращать появление там ненужных каких-то завитков, особенно при повышенной влажности. Следующая линейка называется Aura Botanica. Как утверждает Kerastase, это самая натуральная линия за всю историю существования их компании, состоящая на 96% из натуральных ингредиентов. Два основных компонента – это марокканское масло и кокосовое масло. Первое средство из этой линии у меня вот такой текстурирующий спрей, который позволяет сделать эффект пляжных волн. Его нужно наносить на слегка влажные подсушенные волосы, на каждую прядь, по 2-3 нажатия этого спрея. Так вы проходитесь по всем волосам, после этого можно их немножко взъерошить руками и дать им высохнуть естественным путем, либо же высушить феном. После этого вы увидите, что волосы имеют такую текстуру хорошую и появятся такие красивые волны пляжные. В принципе, мне очень понравилась эта штука. Следующее средство – это выпрямляющее молочко. Оно предназначено для того, чтобы сделать волосы ровными, прямыми, подсушенными. Вы наносите это молочко тоже на влажные, подсушенные волосы, по всей длине распределяете, и волосы не будут завиваться, пушиться в течение 96 часов, даже при повышенной влажности. То есть для девушек, у которых действительно это проблема, которым нравятся идеально ровные, гладкие волосы, и особенно для тех, у кого даже после выравнивания волосы как-то пряди бывает завиваются, либо пушатся, то вам понравится это средство. И последнее средство с этой линейки – это масло для волос. Оно предназначено для всех типов. И если у вас волосы пористые, оно сделает их более увлажненными, более живыми, я бы так сказала, и вид тоже будет такой ухоженный. Мне понравился эффект от этого масла. И еще очень такой необычный запах имеет эта линейка, я бы так сказала, крепко заваренный черный чай с цитрусовыми, вот такой немножко терпкий.
Следующее масло для волос уже из другой линейки. И, наверное, все-таки, если выбирать из двух этих масел, я бы выбрала вот это. Почему? Потому что, во-первых, мне запах здесь прям очень нравится, как у какого-то дорогого парфюма. Но, опять-таки, это на любителя. Если тот запах был более терпкий, то этот более такой сладковатый, но очень приятный, не чересчур сладкий. Также текстура этого масла, она такое мягкое, шелковистое. Когда вы его наносите на волосы, оно скрывает сеченость как раз-таки, то, что мне нужно. Мне прям очень понравился эффект от этого масла. Волосы выглядят здоровыми от корня до самых кончиков. И вообще такой тоже получается эффект, как будто вы только пришли с салона, как будто вам только что сделали стрижку, то есть настолько все идеально красиво. Дальше вам покажу лосьон для термоукладки. Его нужно наносить перед тем, как вы будете укладывать свои волосы. Благодаря этому лосьону волосы будут легко принимать необходимую форму и легко будут укладываться. Также он в себе содержит термозащиту, он будет защищать ваши волосы от воздействия, от утюжков, плоек. И также он поможет вам сохранить вашу укладку даже при повышенной влажности. И еще у меня есть один шампунь в такой золотой бутылочке. Мне очень нравится запах, это тоже запах парфюма, прям очень приятный. Волосы выглядят после него объемными, просто супер прикорневой объем. Напитанные мои сухие волосы становятся гораздо живее. Ну, тоже очень классный шампунь по всем параметрам, вообще очень подходит для моих волос. И я все время чередую, я пользуюсь то этим шампунем, то тем. Я знаю, что волосы привыкают к шампуню, если вы пользуетесь все время одним и тем же шампунем, он в какой-то момент перестает работать, то есть уже не такой классный эффект. Поэтому я хочу сейчас попробовать такой вариант, что я буду пользоваться разными шампунями, но одного и того же бренда. Ну и последнее средство — это сыворотка для роста волос. Эта штука предназначена для того, чтобы волосы лучше, быстрее росли, чтобы были гуще. Мне нравится запах у этого средства. Также здесь есть такая пипеточка, с помощью которой вы набираете средство и наносите на кожу головы, на корень волос. Компания, конечно же, обещает, что после того, когда вы используете это, у вас там вырастет такая шевелюра. Я на самом деле не могу сейчас рекомендовать вам это средство, потому что как минимум нужно использовать до конца этот бутылек, а то и два, чтобы понять, есть какой-то эффект или нет. А средство, то есть оно не дешевое, в принципе, как и вся продукция Kerastase, ну, как бы, да, она на порядок дороже будет, и поэтому я не знаю, стоит ли его покупать. Конечно же, если вы что-то ищете такое, то можете рассмотреть как вариант, но мне бы не хотелось вам что-то такое рекомендовать, за что я все-таки не могу поручиться. В общем, если у вас от природы волосы густые и хорошие, но в силу каких-то причин, там, я не знаю, вы заболели, авитаминоз, что-то там такое, волосы ослабли, начали выпадать, либо там механические повреждения от плоек, утюжков, это все можно возобновить, восстановить с помощью специальных средств, там и сыворотки различные, и витаминки. Но если мы сейчас говорим, что человек изначально, у него всегда от природы были волосы там более тонкие, их немного, то я не верю в то, что какая-то сыворотка либо подобные средства смогут вам помочь. Конечно же, мне не очень хочется вас расстраивать, но и в то же время мне бы не хотелось, чтобы вы отдавали деньги, выбрасывали на ветер на различные подобные штуки, которые вам не смогут помочь. Я считаю так, что если у вас волосы от природы тонкие, не густые, это не повод расстраиваться, можно их сделать визуально более объемными, сделать так, чтобы они выглядели лучше с помощью специальных укладок, стрижек, даже цвет волос, то есть если правильно подобрать, то можно сделать так, что он будет как бы придавать объему. Тут нужно, конечно, разговаривать уже со специалистом, с мастером, я вряд ли смогу подсказать в этом, но я знаю точно, что несмотря на то, какие волосы, можно сделать так, чтобы они выглядели круто. Важно только подобрать под себя правильно все это. На этом у меня все. Я очень надеюсь, что видео было для вас полезным. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Также, если у вас есть какие-то вопросы по данной теме, спрашивайте, я на все отвечу. А мы с вами увидимся в новых видео. Пока, друзья!